Вечер настал, наконец на Олимпе спокойно. Солнце зашло, отдыхают усталые боги и люди. Гера, может и нам праздной неге предаться с тобою? Милый мой Зевс, мой смешной, седовласый проказник, как неожиданно это твое предложение. Ветер случайно унес полотенце. Не кстати. Музы мои, а чего вы покой нарушаете, папин? Нечего было детей заводить, с кем попало. Порадуйте нас прелестным своим песнопением. Может быть, ты, Каллиопа? Твоя красноречие, муза. Папа, ты один сумеешь нам помочь. Помнишь, музы веселились день и ночь. Раньше весело смеялись, хохотались, но все давно прошло. Там такой творится ужас у людей, Случилось? что совсем не до веселья нам теперь. Что случилось? Ну как же хочется смеяться, хохотаться, но не до смеха нам теперь. Мне ничего не понятно. Но как-то не весело стало. Детка моя, терпсихора, танцуй что-то папе на радость. Ножкой вперед, ножкой назад, как же все бессмысленно, нелепо, не в попад. Никакого настроения, вдохновения танцевать. Может, посредством театра нам все объяснит Мелпомена? Неисцелим и страшен гнев встает, когда вражда людей сшибает близких. Вечно трагедии тут у твоей Мельпомены. Лучше уж музу комедии спросим. Это веселее. Талия где? Пирожки, крем-брюле. Разыщите комедии музу. Что вы раскричались, задержалась я нечаянно. Жизнь без талии случайно, да любимая не случайно. Люди все и боги все зовут меня, хотят меня, ну нужна мне талия. Талия, детка моя, почему твои сестры в печали? Все я могу объяснить вам гекзаметром вашим любимым. Должен Орфей мне помочь, чтобы создать настроение. О, не-не-не, так не успею я в 20 минут уложиться. Черт, тут гекзаметр, рассказывай. Папа, ты только не волнуйся. Понимаешь, там, на земле, этих, как их, смертных, накрыло глобальное потупление. Глобальное потепление. Нет, глобальное потупление. 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 Им ни симфонии, ни фуги не нужны. Им ни квартеты, ни квинтеты не важны. Ни ми бемоль, ни нота соль, нота соль. Какая боль, какая боль. Какая боль? Какая боль? Какая боль? Какая боль? Какая боль? Какая боль? Как это можно? Как это можно? Так совершенно невозможно, 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 невозможно! Какой кошмар! Кошмар. Какой кошмар! Кошмар. Ба-ба-ба-бам!
Что за вселенский позор? Гром и молнии им в наказание! Опять закоротила. Папаша разбушевался. Люблю грозу в начале мая. Но это, папа, было слишком. Только тебя не хватало нам здесь, Персифона. Ха. Судя по молниям страшным и громораскатам, вы про земные проблемы отцу рассказали? Дети мои, расскажите отцу, без истерик, что у людей в головах, отчего там сквозняк и опилки? Папа, у меня культурный шок. Они забыли про стихи. Вместо книг у них теперь ТикТок. Зачем использовать мозги? Чем читать и понять без метафор и аллюзий? Друг поэт уже не ждет прекрасной музы, чтобы сочинять. А спросит чата GPT, А нам придется просто замолчать, грустить, страдать. И много пить. Лишь трехэтажный гигзаметр будет уместен, чтобы описать возмущение мое и досаду. Ни к чему все разговоры, люди позабыли нас. Эпогена Терцихора, возвращайтесь на Парнас. Мир поможет, робот покатился, как человечество спасти. Будто в каждом вселился по вселенской глупости. Мир похоже, в пропасть покатился, как человечество спасти. Будто в каждом Вселился по вселенской глупости. Бог глупости только один на Олимпе. Имя ему Каалемос. Мой сын неразумный и дерзкий. нечего было детей заводить с кем попало. Быстро ко мне приведите всего идиота. Каждого смертного бог Каалемус селился, похоже. Их идиотские действия это вполне объясняют. войны, всеобщая тупость и эти тиктоки. А что случилось-то? Ну отвечай, от чего ты селился в людей, недоумок? Ты же весь мир превратишь в пепелище и хаос. Ты и дружок твой, войны покровитель, Арес. Нечего было. Арес наш с тобою ребенок. Посмотрите на них. Они сами рады, когда я не селяюсь. Думать надо меньше и вообще. А я чё? Я ничего. Я вообще почти что не при чем. Это ложь. Разве я их причина потупления? Так давайте нальем и на весь Олимп сейчас поем, чтобы гудела земля. На одной любимой ноте песню на любимой ноте ля 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 смотри, там все нетерпение ждет меня. Думай, славно вирус перейдет. От одного к другому, от сложенного к простому, от школы и до дому. Прекрасно, как ясно
Меня обвиняют напрасно. А я чё? Я ничего. Я вообще почти что не при чем. Это ложь, разве я их причина потупления? А еще раз сольем и на весь один сейчас поем, чтобы гудела земля, полюбившуюся песню вместе на любимой ноте. Хватит! Не в силах я вынести больше безумия это! Скоро меня мой рассудок покинет навеки! С глаз моих вон убирайтесь скорей, идиоты! Зевс, дорогой, может, все не настолько ужасно? Может, не в каждого смог Аремус вселиться? Ну, посмотри, есть не самые глупые лица. Может, он тот, А возможно, он тот? может, этот? Все до единого этим глупцом одержимы. Нет никого из живых, кто остался разумным? Кто же спасет этот мир от глобального их потупления? Кто остановит безумие, невежество, войны? Зевс, дорогой, У меня есть идея похожая. Если разумных людей на земле не осталось, может быть, мне привести из подземного царства? Что? Царство мертвых навеки владеет Аид. Брат твой родной, твой законный супруг, между прочим. Он никогда не позволит. оставь это мне. Мне снился сон вчера, Каиду мне пора, что царствие подземное, а может я не права, без меня завянет листва, без меня на земле зима. Но ждет меня Ай-Бой, не пьет, не ест Ай-Бой, Ай-Бой, совсем истощал он. Мы встретимся очень скоро, спешит к тебе Персефона, Ай-Бой, иду я к тебе. Милый, а эта идея не так уж безумна. Если найти человека из царства Аида, жившего прежде, неважно в какую эпоху, самого умного, гения всех гениальней. Если в него Каалемус еще не вселился, будет надежда спасти человечество. Как-то. Что ж, Персефона, попробуй, но я сомневаюсь. И возвращайся из царства теней поскорее. Ведь без тебя на земле наступают морозы. Нет, мы уходим. Наконец сюда пришла нашу встречу так ждала, а тебе, Аид, я мечтала. А как же мне его спросить?
покажет мне жене его любимой, если нежно попрошу я. Мы не виделись так долго, наконец-то повстречались. Ты совсем не изменился, я скучала невозможно, так ждала я нашей встречи и телефона. Аид, есть просьба у меня. Мы так давно не виделись. Необычная. Я так по тебе скучал. Кого-то отпусти. Кого? Что? Царство Зевса. Потом все объясню. Ну? Но я тебя прошу, отпусти. Ну ты с ума сошла. Чтоб человечество спасти. Какое человечество? Наверх кого-то отпусти. О чем ты говоришь? Кого-то точно отпусти. Что за ерунда? Кого-то одного, всего лишь одного, хотя бы одного, кого-то одного, не только одного, но гениального. Умеешь ты уговаривать? Есть там один. Спасибо, Забирай. дорогой. Но не оглядывайся. Я скоро вернусь. Деточка, куда вы меня тащите? Господин Эйнштейн, вы на Олимпе. Вау! И вы должны спасти человечество от глобального потупления. Альберт! Альберт! Куда это ты собрался с этой шиксой? Кто это? Это моя жена. Эльза! Я оставила ворота открытыми. Растяпа! Альберт! Господи! Где это мы? Дорогая, ты не поверишь, но мы на Олимпе. Ой-вей! Таки да! И эта милая фройлен сказала, что я должен спасти человечество от глобального потупления. Как тебе это нравится? Глобальное потупление, Алик, это серьезно. Но сначала ты должен покушать. Кушай, Алик, кушай. Я хотел тебе сказать, милая Элечка, Не отвлекайся. что только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Ну да. Та-та-та-та-та. Вызывали? Запей, Алик. И насчет вселенной, Элечка, я не уверен. Ты что, самый умный? Видимо, я в него еще не вселился. Ой. Молодой человек, я не могу назвать себя самым умным. Все относительно. Альберт, не скромничай. Но в свое время был не последним ученым. Да? Позвольте представиться. Эйнштейн. Альберт. Моя супруга. Эльза. А я просто Калемус. Все называют меня богом глупости, хотя я просто люблю вселяться в людей. А, это многое объясняет, идиот. Таки да. Но позвольте полюбопытствовать, молодой человек, как вы это делаете? Ведь вероятность такого вселения бесконечно мала. Бесконечно. Мы должны провести, то есть я, эксперимент. Ага. Пойдем, я так покажу. Пойдем. Альберт, это может быть опасно? Альберт, пожалуйста, аккуратней. Прошу тебя. Калемус, ты куда? Еще столько стран не завоевано! Каких стран? Что вы несете? Кто вы вообще? Я великий бог войны Арес!
Этот идиот начинает таким мне действовать на нервы. Да это из-за тебя, что ли, все войны на земле? Ах ты шлемаза! Сейчас ты мне ответишь за весь этот трам-тарам! Я самый сильный! Я целая отца! Держись! Получай! Получай же! Ты за все мне ответишь! Получай! Вон отсюда! Вон отсюда! Получай! Не будет бой! Не будет бой! Он побежден, он посрамлен, он осужден, Он совершен! так смешон, он так смешон. Больше не будет войн! Но Как же теперь этих людей сделать умней, сделать сильней, сделать добрей, сделать мудрей? Молодой человек, подождите! Вероятность совпадения одного из двух неизъяснимых событий абсолютно не совпадает с вероятностью этих событий, потому что какая глупость! Я должен подумать. Я понял! Эврика! Альберт? Алик? Господи, что же ты полез в холодную воду? Ты же простудишься. Ох. А вот возьму и подогрею. Давай, подогрею. Алик! Альберт! Я понял, как работает новая формула вселенной. Алик! Альберт! Тебе что, удалось в него вселиться? Ты представляешь, это все, что осталось от глупости Калемуса. Алик, родной мой! Элечка. Боже ж мой, что со мной приключилось, Эля? Шо? Неужели на самом деле я в новом вдруг очутился теле? Боже ж мой, Молоденький-то как я какой! мог так людей обидеть? Хороший! Никогда не мог предвидеть глупости такой. Ой, Ой! как же это? И всем живется света. Глобальное подступление. Дай совета. Вселись скорей во всех людей и всем делом! Люди, избавляйтесь от глупости Калемуса! Давайте бороться с глобальным потуплением. Слушайте все! Наконец-то случилось, что должно. Разум сумел победить безрассудство и глупость.